справляют свои нужды, прям на улице, в общем. Очень стрёмно. Вау, это что? Зачем так жить? Если полиции все равно на бездомных, то на что им не все равно? Все. Хаос, бомжатник, ужас. Привет! Привет, привет! Привет. Если что, это у Тани микрофон, мы сюда будем говорить, так что все нормально. Сегодня мы хотели бы поделиться и рассказать вам немного о нашем опыте путешествия в Бразилии, а именно о последнем месяце. Сейчас мы уже не в Бразилии, сейчас мы уже в Колумбии, но об этом мы потом поговорим. А именно хотел бы рассказать о тех вещах, которые не получилось вставить в видео. И также хотел бы рассказать о последнем месяце, о котором у нас даже нет видео на канале. Но все равно хотелось бы рассказать, чем мы занимались. О Сан-Паулу мы уже говорили, можете посмотреть видео. Но, тем не менее, хотелось бы быстренько вспомнить, что мы там делали, сколько мы там были и как тебе, Таня, Сан-Паулу? Мне Сан-Паулу лучше один раз увидеть, и все. Ну, то есть один раз увидеть и достаточно. Хватит, да. хватит. Сан-Паулу большой, шумный, огромный просто по своим масштабам и думаю, очень занятый город по наличию небоскребов. Можно это понять. Вот, поэтому если я не бизнес-вумен, и у меня не так много денег, я думаю, мне там особо не будет интересно, собственно, что и произошло. Потом, после Сан-Паула, мы очень часто сравнивали все другие города именно с Сан-Пауло, потому что это был наш первый город, первый опыт такой Бразилии. Все другие города намного лучше, чем Сан-Пауло, поэтому нам не понравилось, но, может быть, кому-то понравится. Я не знаю, не могу сказать точно. А после Сан-Паула мы решили отправиться... в Флорианополис. Да, и сколько мы там времени были? Месяц мы, по-моему, там были. Да. Почему? Потому что там хорошо. Это, скажем, курортный город или остров. Это остров город и на остров. острове. Это и город, и остров. И город, и остров. Да. Вот, потому там было чем заняться очень даже. Помимо просто наслаждения океаном, мы там и ходили в горы, и ездили... Боже, куда мы ездили? На экскурсии. Мы там и плавали... На сапе? На сапе. Боже, мы много чего делали, я уже не помню. Мы почти каждый день мы ходили в поход. То есть не в поход, а хайкинг. Мы просто ходили по горам, ездили на автобусе в другой конец города, другой конец острова и просто ходили. Очень классно. Мы там отдыхали от этого всего шума, от города. От города, да. Там очень много природы, ею мы и наслаждались. То есть там, я думаю, какие-то природные заповедные зоны, мне так кажется. Вот, то есть там было, я думаю, все, там был океан, были какие-то мелкие даже пустыни. А в Флорианополисе тоже есть видео, советую посмотреть. Будет только реклама моих видео, конечно же. О чем я еще сегодня хотел поговорить, это о трудностях, о том, какие трудности у нас были в конкретный период времени, потому что трудности есть всегда, и я думаю, мы их выбираем, и мы с ними справляемся. Во Флорианополисе, я думаю, трудностью была твоя работа. Да, мне было трудно, потому что так получилось, я не знаю почему, возможно, я сама в этом виновата. Я очень много работала. Вот первую неделю после того, как мы приехали в Флорианополис, я работала, наверное, всю неделю. Прям все 7 дней. Это просыпаюсь с утра, завтракаю, иду работать, работаю целый день, ужинаю, ложусь спать, и так вот 7 дней. Да. Вроде бы звучит безобидно, но тем не менее у меня болело тело, болела голова, болели глаза от того, что я работаю с ноутбуком. Вот, в этом была сложность, было очень много у меня работы на тот момент. Я еще очень переживала из-за разницы во времени, потому что я знала, что моя коллега, она работает, пока я сплю, например, потому что у меня ночь, у нее день, и я переживала, что я провалю все дедлайны, потому я прям быстро, как можно быстрее все старалась сделать. Вот. Да, но все закончилось хорошо, Таня заработала все деньги мира. Нет. Ну да, нет. Почти все деньги мира. В 2 словах о Флорианополисе. Советую туда ехать. Очень классный город / остров. Много активностей. Можно заниматься серфингом, кататься на
Да на всем чем угодно. Да, вообще можно. На квадроциклах, на сапах, на каное, на автобусах. На автобусах, на На параглайдинге. На параглайдинге. Мы так и не покатались. Да, к сожалению, мы планировали, я даже снял деньги, Да. хотели поехать, но там была погода плохая, потом настроения не было, и так не получилось. Советуем ехать в Флорианополис, но лучше всего ехать когда? Летом. Летом, но бразильским летом. Бразильским летом, когда у нас зима. Да. Именно в Флорианополисе я купил себе новый телефон. Наконец-то я смог купить себе телефон и начал снимать эти влоги, которыми я сейчас занимаюсь, эти видео, абсолютно другой формат видео. Надеюсь, вам нравится. И потом мы полетели в Рио. Я поставил себе цель снимать видео каждый день. Мы там были 11 дней, и каждый день я пытался что-то натеснять, поэтому мы ходили, были очень активные прогулки каждый день. То есть с утра мы работали, потом мы гуляли, потом я все это монтировал. Конечно же, я не успел все смонтировать, а потом еще месяц я монтировал видео. И вот буквально, неделю назад, то есть месяц после Рио, я опубликовал последнее видео. Я думаю, не стоит объяснять, зачем мы полетели в Рио. В Рио это город мечта. Но хотели бы подсуммировать о Рио. Есть несколько видео уже. Можете посмотреть. Чтобы не повторяться, хотел бы спросить... Так, Таня, расскажи, пожалуйста, о ценах. О ценах. Вопиюще мне не понравились цены. Как для меня, я не считаю, что я безумно богатый человек, потому мне там было дорого. В целом, в Бразилии в течение всего времени, за исключением Флорианополиса, было дорого. Ну, то есть о чем мы говорим? О Сан-Паулу и про Рио. Это самые крупные города. Там было дорого. Да. Я имею в виду еда дорогая, жилье в Рио-де-Жанейро, но определенно тоже очень дорогое. И это был даже не сезон, и это был даже карантин. То есть мне было дорого. Да. Я даже не могу представить, наверное, я бы, не знаю, либо жила в полнейшей... Да. Либо я бы жила в фавеле, если бы не было бы карантина, если бы это был сезон, бразильский, имею в виду. Вот. Либо я не поехала бы вообще, потому что это супер дорого. Ну вот, это и удивляет, потому что здесь, как здесь, мы уже не здесь, мы уже в Колумбии. Там. Потому что в Бразилии очень много бедных людей, очень много бездомных людей. Там высокие показатели, безработицы и бедности, но параллельно с этим все безумно дорогое. Возможно, это взаимосвязано, и поэтому люди, бедные, потому что там супер дорого. Да. И это меня очень сильно, это как-то наивно, но меня это сильно возмущало, потому что почему тут дорого, если у меня дома нормально? Думала так я. Вот. Но, как сказал наш гид потом, на что вы рассчитывали, ребята? Вы в Рио, это самый крутой город, конечно же, здесь будет дорого, конечно же, здесь будет опасно, потому что все сюда приезжают, и у всех есть деньги, и здесь... Я думаю, это самый туристический вообще город, может быть, в мире, в Америке, потому что это Рио, что здесь говорить. Я хотел бы только сказать, что мы слышали очень много, что там опасно, что нужно быть внимательным, как везде в Бразилии, это мы постоянно повторяем тоже. Но с нами ничего не произошло, думаю, потому что у нас нет ценных вещей с собой. Слава богу, я не потерял свой телефон, это вообще чудо. Все, мне его не украли, это чудо. Но я думаю, единственный момент, когда мне было вот прям страшно и тревожно, это когда мы гуляли возле этой лестницы Селерона, потом шли к этой вот церкви или катедралу, как называется. Там вообще не было людей, было много бездомных, и вот мне как-то стало страшно. Хорошо, что ты сейчас мне об этом говоришь, а не тогда, когда мы шли. Да, конечно же, виду никто не подавал, что страшно, ты просто... Идешь. И просто идешь, не подаешь виду, и все cool, все классно. Можно скажу про подвох этих двух городов. Никогда не можешь предугадать, какая следующая зона будет опасной или безопасной, потому что ты можешь идти в
относительно говоря, там по центральным улицам или по центральной территории можешь идти там и чувствовать себя хорошо, а потом упираешься во что-то в виде заброшенного дома, окруженного бездомными людьми, которые употребляют, ты это видишь, которые прям справляют свои нужды, прям на улице, в общем, видишь полную мерзость, вот, и ты никак не можешь узнать наперед, где может это тебя застать вот врасплох, и это самый большой подвох, потому что, гуляя по городу, я не знаю тоже, кого бояться. Это был для меня большой вопрос, кого бояться в Бразилии: бездомных или этих людей, которые торгуют наркотиками. Я их не вижу, конечно, я не могу из толпы людей узнать, кто торгует наркотиками, но тем не менее бояться потенциального воровства, которое со мной может случиться, или бояться бездомных, кого бояться. Да. Вот. И вот именно это сбивает с толку, что ты ходишь по городу и не знаешь, какая зона, какая территория безопасная, какая опасная, потому что, я думаю, это действует во всей Латинской Америке, что, например, днем там 90% территории города безопасные, но ночью это процентное соотношение уменьшается там до 60, уже 60% территории или 50% безопасные, а все остальные туда лучше не ходить, куда ты днем еще мог пойти. И это тоже сбивает с толку. Тебе сложно, да, все время быть начеку? Да, я думаю, для человека из Европы это очень непривычно, потому что ни разу не ловила себя на чувстве дома или в тех странах, где я была, что мне нужно отслеживать все, что происходит вокруг меня. Ну, понятное дело, мы все заботимся о своей безопасности, но я уверена, в Европе мы не заботимся так о безопасности, как должны были бы заботиться здесь, в Бразилии или в Латинской Америке, потому что, опять же, у меня лично это вызывает массу знаков вопроса, что можно идти беззаботно по городу, а потом врезаться в какую-то супер опасную территорию с наркотиками и бездомными, грязью и мерзкими вещами, где с тобой может случиться что-то плохое. Хотел бы добавить, что да, этой всей грязи, мерзости, это отвратных людей, их очень много. То есть, да, почти вот есть нормальная улица, потом несколько блоков уже то, что лучше не видеть. Но я бы не сказал, что это опасность. Вот в чем суть. Может быть, там и опасно, но просто отвратно, некрасиво, не убрано, везде мусор. Ну так как же, и там есть определенные территории, в которые прям не советуют заходить. Да, но мы там не ходили. Мы там не ходили, но суть в том, что они существуют, и если бы мне о них не сказали, да. Или, допустим, если бы я сама не испугалась, да. Там, я могла бы по незнанию туда зайти, и я не знаю, что было бы там. Вот как мы вчера гуляли, и нам сказали, вот здесь ходите, там не ходите. Это странно. Непривычно. Как? Да, нам сказали, что вот это уже про Колумбию, но это то же самое. Это везде работает. Везде работает, да. Что есть парк, днем там супер классно, можно делать йогу, заниматься спортом, но ночью все. Это место номер один по грабежам, убийствам. Очень стрёмно. Я даже не пытаюсь это понять, я просто это принял. Окей, опасно, я понял. Ну, может быть, потому что ты раньше знал, что это Латинская Америка. Ты, как сам сказал, Виталик сам сказал, что я, возможно, вижу это все такими невинными глазами. Я не знала ничего, очень маленький объем информации я знала раньше про Латинскую Америку, так как я даже представить себе не могла, что я буду здесь, я и не интересовалась ничем. И сейчас, когда я, не имея какого-то фундамента в плане, я не знаю всех нюансов о том, как здесь что работает и какая предыстория всем этим обстоятельствам, я не знаю, я только сейчас в ходе путешествия начинаю узнавать, то для меня это типа, вау, это что, зачем так жить, если можно так не жить. Я никого не осуждаю, мне безумно тут нравится, это стоит увидеть, просто вот вопрос опасности и безопасности я бы сказал, оставлять желать лучшего. Здесь все не так просто. С безопасностью все не так просто, даже с опасностью. Нельзя сказать, вот это вот опасность, избегать. Да. Не очевидно. То есть ты не понимаешь, чего ожидать, не понимаешь, как это работает, потому что это другой конец мира, и ты просто, пытаясь понять, я думаю, люди просто приняли. Это как понимать что-то
да, абсолютно другое. Я так не думаю, потому что, помнишь, в видео мы смотрели видео, и местный житель Рио сказал, что он часто слышит: «О, вау, вы, наверное, уже привыкли», и он был этим... Ну, он Да. возражал, потому что он говорит, это ненормально, мы не привыкли к такому. Не говорю, что привыкли, то есть, но они ожидают худшего, и они, то есть это ненормально, но они понимают, что этот парк опасен, потом он безопасен, потом все, потом есть улица, и так просто есть. Это Но, то, может как быть, работает. они приняли, потому Это что если бы я находилась в парке, который был небезопасный ночью, если бы я в нем находилась днем, я бы стояла, ну, может, это моя особенность, я бы думала, вот сейчас я здесь стою днем, сейчас все хорошо, а ночью я представляю вещи, которые происходили здесь ночью, и у меня, ну, то есть, как? Все из-за контраста. Вот даже в Сан-Паулу мы ходили, были очень крутые магазины классных машин, потом просто буквально 500 метров по той же улице, все, хаос, бомжатник, ужас, мусор. Это жесть. И здесь то же самое. Везде ты идешь, и нормальная улица, и следующая улица уже все. Это срач. Но я думаю, есть объяснение на это все. Мы просто этого не понимаем, как это работает. Может быть, там больше полиции, может быть, там меньше полиции, может быть, там какие-то улицы, где нет камер, и все, люди этим пользуются. Может быть, там какие-то здания, которые стратегически им нужны. Ну, понятное дело, я сейчас сижу здесь на диване и умничаю о том, что с бездомными нужно что-то сделать, но объективно говоря, с бездомными что-то нужно делать. Я не думаю, что это все просто. Типа, да, не просто. согласен, но... Ну, конечно, это все тянется от правительства. Да. Я думаю, было бы адекватнее правительство, и люди не хотели бы жить на улице, или... Это все очень сложно, потому мы даже не начинаем эту тему. Ну да. Мы пытались понять эти все проблемы, систему, эти 2 месяца, да, постоянно. Почему бездомные, почему так, почему не так. Если полиция все равно на бездомных, то на что им не все равно, чем они занимаются, и если бездомные могут убить, ограбить, то типа и полиция все равно. Про Рио мы там провели 11 дней. Да. Так, я хочу сказать, вот быстренько сказать, где мы были. Я думаю, мы были очень во многих местах, поскольку я хотел больше снять. Я думаю, ты хотела больше отдохнуть от работы. Мы как-то каждый день куда-то ходили. По-моему, не было дня, чтобы мы дома сидели.